Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами свяжем очень интересный и в то же время простой, необычный узор. Крючок номер 3. Пряжа у меня полухлопок, 160 метров, 50 граммах. Моя разработочка. Вяжется интересно, смотрится необычно. Начинаем выполнение нашего узора с 12 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я выполнила цепочку из 12 воздушных. Далее я выполняю одну воздушную для перехода от одного ряда к другому. И ввожу крючок во вторую петлю от крючка. И выполняю столбики без накида до конца моего ряда. Обращаю ваше внимание, что раппорт в ширину у нас с вами 4 петли. Я буду выполнять 3 раппорта. 4 умножить на 3 это 12. И раппорт в высоту у нас с вами 2 ряда. Итак, мы вяжем с вами столбики без накида до конца ряда. Здесь у нас совсем небольшой ряд, поэтому я быстренько довяжу вместе с вами. И далее мы приступим к выполнению наших сложных столбиков или такой необычный прием бантик ажурный. Выполнили мы с вами столбики без накида. И далее очень внимательно. Я выполняю 3 воздушные петли. Работу разворачиваю. Накид. Ввожу крючок в первую петлю. И провязываю патентный столбик с накидом незавершенный. Накид, пропускаю 2 вершинки, ввожу крючок в следующую петлю и опять выполняю патентный столбик. Это столбик на воздушной петле, незавершенный, столбики с накидом. И в эту же вершинку еще точно такой же столбик. Далее общая вершинка. Выполнили. Далее очень внимательно. Я выполняю 1, 2, 3 воздушные. Накид на крючок. И теперь смотрите, вот в эту перемычку я буду выполнять патентный столбик незавершенный. И общая вершинка. Далее 2 воздушные, накид, ввожу крючок в эту же петлю, незавершенный патентный столбик с накидом, 2 накида, и теперь захватываю мои вот воздушные петелечки и провязываю незавершенный выпуклый столбик с 2 накидами и общая вершинка. Вот смотрите, вот такой ажурный бантик у нас с вами получился. Далее мы будем выполнять опять же наши вот такие бантики. Начинать будем со столбика с 3 накидами. Смотрите, я ввожу крючок в следующую вершинку и провязываю воздушную, накид. Далее накид и в эту же вершинку воздушную и накид провязали. Накид. 2 вершинки пропускаю, в следующую выполняю то же самое. Воздушная и накид провязываю. И еще раз в эту же вершинку воздушная и накид. Далее очень внимательно смотрите, я провязываю все вершинки и далее провязываю первый накид и второй. У меня на крючке 2 петли, накид, и теперь вот моя опять же перемычка. Я выполняю незавершенный патентный столбик с накидом и общая вершинка. Далее 2 воздушные,
2 накида, ой, прошу прощения, накид, ввожу крючок в эту же петлю, незавершенный столбик патентный, 2 накида, захватываю первый столбик и выполняю столбик с 2 накидами выпуклый незавершенный. И теперь общая вершинка. Вот такая красота у нас с вами. Такие ажурные бантики в виде сложных столбиков у нас получаются. Далее вы будете выполнять точно так же, как мы только что выполняли. Я быстренько повторю вместе с вами и выполню. Вводим крючок, провязываем, провязываем накид и в эту же вершинку. Провязали накид, пропускаем 2 и в наш последний столбик я провязываю первый незавершенный. Патентные столбики, напоминаю, столбики на воздушной петле. Второй столбик, общая вершинка. Провязываем только накиды, 2 петли на крючке, накид, первый столбик и общая вершинка. 2 воздушные, и сюда же мы провязываем второй патентный незавершенный, 2 накида и наш столбик с 2 накидами, выпуклый незавершенный и общая вершинка. Все. Вот так мы с вами выполняем наш ряд. Естественно, ваш ряд будет намного больше. Вот смотрите, в образце я выполнила намного длиннее ряд в другом цвете. Получается очень красиво, интересно, необычно. И далее мы с вами продолжаем и будем выполнять столбики без накида. Воздушная. Работу разворачиваю. Очень внимательно в первую же вершинку я ввожу крючок, столбик без накида. Под арочку 2 столбика. Далее первый столбик без накида и второй. Опять под арочку 2 столбика. 1, 2. И далее у меня первая вершинка, столбик без накида, и вторая, столбик без накида. Под арочку 1, 2. И здесь очень внимательно, здесь будет 1 столбик, вот наша вершинка. Ввожу крючок, столбик без накида. Очень внимательно здесь. Так, по изнаночке смотрится наш узор. И теперь смотрите, я разверну. Напоминаю, раппорт высоту у нас 2 ряда. Это столбики без накида и наш прием. Мы с вами уже выполнили все. Здесь будет повтор. Я выполняю 1, 2, 3. Работу разворачиваю. Накид и в эту же вершинку выполняю столбик незавершенный. Пропускаю. И опять же. Повторюсь, мы все с вами это выполняли. Я выполняю просто чуть-чуть побыстрее для повторения. 1, 2, 3, накид и провязываем. И общая вершинка. 2 воздушные, незавершенный. И опять же 1, 2. И смотрим, да, и общая вершинка. И еще раз повторим выполнение нашего ажурного столбика. 3 накида ажурного сложного. Провязали воздушную. Все столбики у нас патентные. Накид в эту же вершинку. Пропускаем 2 вершинки, и опять же у нас столбики незавершенные. 2. И теперь общая вершинка. Не завершаем выполнение. Видите, 2 петли на крючке, накид, да, уже я выполнила. И теперь общая вершинка, 2 воздушные, накид, патентный столбик незавершенный, 2 накида
И раз, два. И общая вершинка. Я достаточно быстро вяжу по одной простой причине, что мы уже с вами это все провязывали. Так вы выполняете полотно на необходимую вам высоту. Повторюсь, раппорт ширину 4 петли и раппорт высоту 2 ряда. То есть наш прием и столбики без накида. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень простой и в то же время классный, интересный узор. Вот такие у нас с вами ажурные, красивые бабочки, ну или сложные столбики, да. Великолепно смотрится наш узор. Буквально для любого изделия подойдет. Раппорт ширину 4 петли, раппорт высоту 2 ряда. Давайте изнаночку посмотрим. Она тоже у нас с вами объемная, необычная. И узор великолепно смотрится, если вы будете выполнять снизу вверх. При поперечном вязании, смотрите, как необычно, интересно и красиво будет смотреться узор. Сверху вниз тоже полотно прекрасно будет смотреться. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать этот узор, что у вас получилось. Напоминаю, моя авторская разработочка. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов. И, конечно же, отдельное спасибо за ваши лайки, комменты и за то, что вяжете вместе со мной.